Всем привет! Сегодня вы чуть больше узнаете об Австралии. Поехали! Мыс Йорк – самая северная точка австралийского континента. Расположен примерно в 800 километров к северо-западу от города Кернс. В 150 километрах севернее находится остров Новая Гвинея. Мыс Йорк расположен на полуострове Кейп-Йорк. Население полуострова около 18 тысяч человек, большая часть которого составляет коренные жители. Данное место считается крупнейшим участком в мире, который практически не затронула цивилизация. Добраться до этого мыса достаточно проблематично. Саут-Пойнт – самая южная точка австралийского континента, расположена на северной стороне Бассового пролива. Также этот мыс является самой южной точкой полуострова Вильсон-Промонтери. Мыс является частью национального парка Уилсон-Промонтери, штата Виктория. С мыса открывается вид на неприступный остров Родонда, который находится в 10 километрах. Самым западным является Стип-Пойнт, расположен на полуострове Идл-Ленд, в пределах объекта всемирного наследия Шарк-Бэй, расположен примерно в 1000 километрах к северо-западу от города Перт и в 50 километрах к юго-западу от Денема, ближайшего населенного пункта на соседнем полуострове Перон. К северу от мыса находится остров Дарк-Хартак, омывается водами Индийского океана. Берега мыса крутые до 200 метров, в основном известнякового происхождения. И самый восточный Байрон был назван Джеймсом Куком, когда он проплывал мимо мыса 15 мая 1770 года, названным в честь Джона Байрона, совершившего кругосветное плавание на корабле «Дельфин» в 1764-66 годах. На мысе расположен построенный в 1901 году маяк, который остается единственным действующим маяком викторианской эпохи. Мыс и его постройки входят в природно-исторический парк мыс Байрон. Перейдем к вершинам. Джая, также известна как пирамида Карстенса. Гора в массиве Маоки на острове Новая Гвинея, расположена в его западной части, относящейся к Индонезии, провинции Папуа. Высшая точка Океании расположена на австралийской плите и в качестве таковой входит в число 7 вершин. Кроме того, это самая высокая гора в мире, расположенная на острове. Гору для европейцев открыл в 1623 году голландский исследователь Ян Карстенс, издалека увидевший в солнечный день ледник на вершине, за что он тогда же и был высмеян в Европе, увидев ледник в тропиках, да почти на экваторе. Гора была названа в честь своего первого открывателя. В 1965 году ее переименовали в честь президента Индонезии Сукарно, а в 1969 она обрела свое современное название Джая, в переводе с индонезийского «победа». Первое восхождение на Карстенс произошло только в 1962 году. Его совершила группа из 4 австралийских альпинистов. Недалеко от горы находится один из крупнейших в мире высокогорных карьеров Грасберг, в которых добывается золото, серебро и медь. А вот наименьшей высотой континента является озеро Эйр Норд, минус 16 метров, но о нем мы поговорим позднее. Мауна-Кеа. Данная гора не находится на материке Австралия, но тем не менее я не мог о ней не упомянуть. Хоть она и является на территории Гавайских островов, относящихся к США, но и не находится на территории непосредственно на континенте Северная Америка. Мауна-Кеа – высочайшая вершина штата Гавайи, 4205 метров. Считается самой высокой горой на Земле, если вычислять относительную высоту от океанического дна, то в таком случае высота Мауна-Кеа составляет более 10 километров. Большая часть горы находится под водой. По-гавайски Мауна-Кеа означает «белая гора». В гавайской мифологии пики острова Гавайи являются священными, а пик Мауна-Кеа наиболее священным из всех. Посещать его могут только высокопоставленные вожди своего племени. На высоте 3975 метров расположено небольшое озеро Вайяу. Древние гавайцы, проживающие на склонах вулкана, использовали обширные леса для добычи еды. С прибытием европейцев в 18 веке на Мауна-Кеа появился крупный рогатый скот, овцы, что негативно повлияло на экологическую ситуацию. В последние годы обеспокоенность по поводу сохранения местных видов привела к судебным разбирательствам, и Гавайский департамент земельных и природных ресурсов принял решение по возможности искоренять завезенные виды растений и животных на охраняемых территориях. Мауна-Кеа продавливает океаническую породу на 6 километров, вулкан продолжает скользить и сглаживается под собственной массой. Высота от подножья составляет 10 203 метра, что делает ее больше Эвереста. Мауна-Кеа – одно из лучших мест в мире для астрономических наблюдений. С момента создания дороги в 1964 году на вершине вулкана были построены 13 телескопов из 11 стран. Обсерватории используются для исследования во всех диапазонах электромагнитного спектра. Их строительство в священном для некоторых гавайцев месте до сих пор является предметом дискуссий. Гора Кука в новозеландских Южных Альпах, высочайшая, 3724 метра точка Новой Зеландии, находится в западной части Южного острова, недалеко от побережья. Это сложенная кристаллическими породами гора с крутыми склонами, имеющая форму седла,
покрытой снегом и ледниками. В год здесь выпадает около 7600 мм осадков. Внизу на склонах произрастают уникальные дождевые леса умеренного климата с многочисленными эндемическими видами растений. Гора Кука – часть одноименного национального парка, в котором насчитывается более 140 пиков высотой более 2000 метров. На языке маори гора именуется Аораки, что означает по одной из версий «большое белое облако». В 1851 году капитан Джон Лорд Стоукс дал вершине английское название в честь Джеймса Кука, который исследовал остров Новой Зеландии в 70-е годы 18 века, плавал вокруг них на кораблях. Однако во время этой экспедиции Кук не видел горы, название которой впоследствии увековечили его имя. Первое известное восхождение было совершено на Рождество 25 декабря 1894 года в южном полушарии летом местными альпинистами. Во множестве других энциклопедий, словарей и справочников указаны высоты горы Кука 3764 метра, но причина расхождения не ошибка в измерениях. С вершины 14 декабря 1991 года сошло более 10 миллионов кубических горных пород, снега и льда, после чего ее высота уменьшилась на 10 метров до 3754. Очень интересный факт. В кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» гора Кука сыграла роль горы Карадрас, которая располагалась в государстве гномов, так называемая Мория. Также я решил добавить еще одну вершину, которая находится непосредственно в Австралии. Костюшка – высочайшая вершина именно австралийского континента. Расположена на юге штата Новый Южный Уэльс, близ границы этого штата со штатом Виктория, на территории одноименного национального парка. Высота 2228 метров, открыта в 1840 году. Расположена в австралийских Альпах. Первым человеком, поднявшимся на ее вершину, был польский путешественник, географ и геолог Павел Энгман Strzelecki, который дал горе название в честь военного политического деятеля Тадеуша Костюшко. Ранее гора носила название Таунсенд. Имя же Костюшко принадлежало соседней вершине, считавшейся тогда самой высокой в австралийских Альпах, после того, как более поздние исследования установили, что Таунсенд все же на 20 метров выше. Из уважения к Павлу Энгманту земельный департамент Нового Южного Уэльса принял решение поменять название двух гор местами, чтобы высочайшая все-таки называлась Костюшка. Перейдем к островам. Новая Гвинея – остров на западе Тихого океана, второй по величине в мире, после Гренландии, отделен от Австралии Торресовым проливом, с юга омывается Арафурским и Коралловым морями. Климат экваториальный и субэкваториальный. Произрастают влажные тропические леса. Западная часть острова является территорией Индонезии, а восточную занимает государство Папуа-Новая Гвинея. Площадь острова составляет 78 тысяч квадратных километров, что немного больше территории Турции. С запада на восток остров протянут более чем на 2000 километров, а максимальная ширина около 700 километров. Политически разделен приблизительно поровну между Индонезией и Папуа-Новой Гвинеей, поэтому западная индонезийская часть с политической и экономической точки зрения часто относится к Азии. В западной же части возвышается горный массив Маоки, самой высокой точкой которой является Джая. Это самая высокая в мире гора, расположена на острове. Новая Гвинея – тропический остров, располагающий весьма большим разнообразием видов. На нем обитает 11 тысяч видов растений, 16 эндемиков птиц, свыше 400 видов земноводных, 455 видов бабочек и около 100 известных видов млекопитающих. Вдоль берегов Новой Гвинеи протягивается широкая, местами до 35 километров, полоса мангровой растительности. Эта топкая зона непроходима, ее можно пересечь только плывя по рекам. Вдоль рек растут заросли дикого сахарного тростника, а на заболоченных местах рощи саговых пальм. Густые влажные тропические леса, образованные сотнями видов деревьев, поднимаются по склонам гор. Однако теперь там есть также плантации и огороды. Растут кокосовые пальмы, бананы, сахарный тростник, дынное дерево, клубнеплоды, тара, ямс, батат, маниока и другие культуры. Огороды чередуются с лесами. Участки земли возделываются лишь 2-3 года, затем 10-12 лет зарастают лесом. Таким образом восстанавливается плодородие. Животный мир представлен пресмыкающимися, насекомыми и особенно многочисленным количеством птиц. Для фауны млекопитающих, как и в соседней Австралии, характерны лишь представители сумчатых: бандикут, сумчатый барсук, валаби, древесный кенгуру, кускус и другие. В лесах и на побережье много змей, в том числе ядовитых, и ящериц. В морских береговых больших реках встречаются крокодилы и черепахи. Из птиц характерны казуары, райские птицы, венценосные голуби, попугаи, сорные куры. Европейцы завезли на остров домашних кур, собак и свиней. Одичавшие свиньи, а также крысы, полевые мыши и некоторые другие животные широко распространились по территории. В 2005 году группа американских исследователей обнаружила в тропических лесах горного района Новой Гвинеи место, названное ими
Эдемским садом. Этот район площадью около 300 тысяч гектаров расположен на склонах гор Фоджа в западной части Новой Гвинеи и оказался изолирован от воздействия окружающего мира. Ученые обнаружили в Эдемском саду более 20 неизвестных ранее видов лягушек, 4 новых вида бабочек, 5 неизвестных науке видов пальм и множество других растений. Также несколько видов редчайших сумчатых, древесных кенгуру, а также шестиперая райская птица берлепша, ранее считавшаяся вымершей. Все животные, обитатели Нагорья, не боятся человека. В глубокой древности Новая Гвинея была соединена с Австралией. Раздел произошел в результате повышения всемирного уровня моря сравнительно недавно. Этим объясняется наличие в Новой Гвинее многочисленных живущих в Австралии видов сумчатых. Первооткрывателем Новой Гвинеи был испанский и португальский мореплаватели в начале XVI века. Новая Зеландия. Территория 268 тысяч квадратных километров. Это делает немного меньшим по своим размерам, чем Италия или Япония, но несколько больше Великобритании. Длина береговой линии Новой Зеландии составляет 15 тысяч километров. Расположена на двух крупных островах, северный и южный, и большом количестве приблизительно 700 прилегающих более мелких островов в юго-западной части Тихого океана. Одной из основных особенностей Новой Зеландии является географическая изолированность. Ближайшие соседние страны к западу Австралия, отделенная Тасмановым морем, кратчайшее расстояние около 1700 километров. К северу островные территории Новой Каледонии, около 1500 километров, Тонга 1850 километров и Фиджи 1900 километров. Рельеф Новой Зеландии представляет в основном крутые холмы на северном острове и горы на южном острове. Более 75% территории страны лежит на высоте более 200 метров над уровнем моря. Климат Новой Зеландии меняется от теплого субтропического на севере северного острова до прохладного умеренного на юге и в центральных регионах южного. В горных районах преобладает суровый альпийский климат. Цепь высоких южных Альп разделяет страну пополам и, переграждая путь преимущественным западным ветрам, делит ее на две различные климатические зоны. Западное побережье Южного острова – самая влажная часть страны, восточная, находящаяся всего в 100 километров от нее, самая сухая. На большей части Новой Зеландии уровень осадка составляет от 600 до 1600 мм в год. Они распределяются относительно равномерно в течение года, за исключением более сухого летнего периода. Средняя годовая температура – плюс 10 на юге, плюс 16 на севере. Самый холодный месяц – июль, а самые теплые – январь-февраль. В Новой Зеландии 3280 озер. Длительная историческая изоляция и отдаленность от других континентов создали уникальный, во многом неповторимый природный мир островов Новой Зеландии, отличающийся большим количеством эндемических растений и птиц. Позднее первые европейские переселенцы привезли свиней, коров, коз, мышей, кошек. Появление некоторых из них оказало крайне отрицательное влияние на флору и фауну. Лишь только в последние годы усилиями природоохранных ведомств Новой Зеландии некоторые прибрежные острова были избавлены от этих животных, что позволило надеяться на сохранение там натуральных природных условий. В Новой Зеландии нет змей. Из пауков ядовиты только катипо. 40 видов муравьев. Леса страны разделяются на два основных типа – смешанные и субтропические вечно зеленые. Новая Зеландия имеет самое большое количество печеночных мхов в сравнении с другими странами. На территории страны насчитывается 606 их видов, 50% из них составляют эндемики. Встречается необычно большое в сравнении с другими территориями со сходным климатическим условием количество папоротников. Тасмания. Площадь острова Тасмания составляет 68 401 квадратный километр. Он расположен в ревущих 40-х широтах на пути устойчивых штормовых западных ветров. Омывается Индийским и Тихим океанами и отдален от Австралии Бассовым проливом. Считается, что остров Тасмания до конца последней ледниковой эпохи, приблизительно 10 тысяч лет назад, был частью материковой Австралии. Тасмания является крупнейшей в мире областью распространения диабаза, формирующего здесь множество своеобразных гор и скал. Климат на севере субтропический, на юге умеренный, влажный. Средняя температура июля 8, в феврале 17 градусов по Цельсию. На плато и в горах температура зимних месяцев ниже нуля. В западной части выпадает более 1000 мм осадков в год. Несколько зон в центре Тасмании в 2007 году были объявлены правительством штата засушливыми районами. Благодаря гористому рельефу в Тасмании имеется большое количество рек, многие из которых перегорожены плотинами гидроэлектростанций, полностью обеспечивающих потребность штата в электроэнергии. Крупнейшие реки Таймар и Макуори на севере и Деруэн на юге. Полноводный, но порожистый, и поэтому судоходный только в низовьях. На центральном плато много озер ледникового происхождения. Животный и растительный мир Тасмании весьма оригинален. Большое количество представителей являются эндемиками. На Тасмании 44% территории покрыты дождевыми лесами. Остров был открыт Абелем Тасманом в 1642 году. Дарлинг.
река на юго-востоке Австралии, правый и длиннейший приток Муррея. Является самой длинной рекой Австралии. Длина реки составляет 2740 километров. Площадь ее бассейна насчитывает 710 тысяч квадратных километров. Питание дождевое, режим паводочный, колебания уровня местами достигает 6-8 метров. В сухое время года в нижнем течении пересыхает, используется для орошения. Вдоль русла Дарлинга встречаются как заболоченные участки, так и пустынные песчаные. По берегам растения, характерны для полупустынь Австралии, заросли вечнозеленых кустарников, а также рощи кустарниковых эвкалиптов, акаций и казуарин. Первый европеец, обнаруживший реку в 1829 году, исследователь Австралии Чарльз Стюарт. Ее он назвал в честь губернатора Нового Южного Уэльса Ральфа Дарлинга. Тот назначил Стюарта начальником экспедиции и отправил на поиски таинственного внутреннего моря. Аборигены, а потом и европейцы верили в существование огромного пресного озера в центре континента. Кроме реки в Австралии есть и другие географические объекты, носящие название Дарлинг, равнины Дарлинга, Сиднейский залив, холмы, горный хребет, вокзал в Мельбурне. Все они, как и река, названы в честь генерала Ральфа Дарлинга. Впоследствии тот же Стюарт открыл Муррей и место впадения в него Дарлинга. И второй рекой является Муррей, крупнейшая река в Австралии, формирующая вместе с самым длинным своим притоком Дарлинг крупнейшую речную систему страны площадью более 1 миллиона квадратных километров, около 12% всего континента. Длина реки 2508 километров. Берет начало в австралийских Альпах. По реке проходит большая часть границ между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс. Муррей маловоден. Многие его притоки пересыхают и разбираются на орошение. Акклиматизация новых видов кроликов и карпов имела негативные последствия и привела к сильной эрозии почвы. Кролики уничтожили растительность по берегам реки, а карпы разрыхлили грунт русла, препятствуя таким образом росту водорослей. Замыкает наш топ Мара-Биджи, основная река австралийского штата Новый Южный Уэльс и австралийской столичной территории. Главный приток реки Муррей. Основной поток речной системы тянется приблизительно на 900 километров. Верховье Мара-Биджи расположено у подножья холма Пепперкорн на территории, покрытой вересковыми пустошами и являющейся частью снежных гор. В непосредственной близости от границы между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория Мара-Биджи впадает в реку Муррей. Длина реки составляет 1485 километров. Протекает через несколько крупных городов, в том числе Канберру. Сейчас речь пойдет о 3 самых крупных озерах Австралии, и все 3 они пересыхают. Эйр. С 2012 года официальное название Кати-Танда Лейк Эйр. Самое большое озеро Австралии, расположенное в низинной пустынной местности штата Южная Австралия. Озеро бесточное и периодически пересыхает. Его дно покрыто слоем соли, которая постепенно растворяется после поступления воды и при высыхании вновь попадает в осадок. Озеро бесточное и периодически пересыхает. Его дно покрыто слоем соли, которая постепенно растворяется после поступления воды и при высыхании вновь выпадает в осадок. В 1840 году описание озера оставил обнаруживший его Джон Эдвард Эйр, в честь которого оно позже было названо. В декабре 2012 было переименовано на туземное имя Кати-Танда. Дожди в этих краях редкое явление, и даже основная питающая река Диамантина не каждый год пополняет озеро. Максимальное заполнение озера водой за последние 150 лет случалось лишь трижды. Площадь озера достигает при этом 9500 квадратных километров. Вода озера имеет розовый оттенок при насыщении за счет присутствия бета-каротинового пигмента, вызванного водорослями. Даже в сухой сезон в Эйре остается немного воды, которая обычно собирается в небольших озерках, образованных на соленом высохшем ложе озера. Его глубина не превышает 9 метров. Толщина соляных отложений в самых глубоких его частях составляет до 50 сантиметров. Равнинное побережье озера перемежается невысокими песчаными дюнами, поросшими травой Митчелла, идущей на корм скоту. Встречаются эвкалипты и заросли лебеды. Из деревьев растут также лансвуд, австралийские акации и красные малли. Животный мир озера представлен пернатыми, появляющимися в период половодья, когда озеро кишит лягушками, рыбами и полно водорослей. В период высыхания с апреля по октябрь возрастающая соленость воды убивает живность, и озеро становится мертвым. Большая часть его территории превращается в солончак. Поверхность солончака настолько ровная, что в 1964 году здесь был поставлен один из мировых рекордов скорости на суше, известным гонщиком Дональдом Кампбеллом. С ноября по март озеро пополняется водой и вновь полно жизни. Одним из красивейших явлений, которые можно наблюдать на озере, это прилет пеликанов. Каким-то образом, узнавая поднятие уровня воды, пеликаны прилетают на озеро для вывода своего потомства, преодолевая для этого расстояние до 1000 километров. Подсчитано, что во время наводнения в 1989-90 годов на озеро прилетали около 200 тысяч пеликанов, что составляет 80% всех их австралийской популяции. Часть их прилетает с острова Папуа-Новая Гвинея. Второе по величине соленое бесточное рифтовое озеро Австралии – Торренс в штате Южная
Южная Австралия, расположенная в 345 км к северу от Аделаиды. Указанная площадь озера весьма условна, так как за последние 150 лет оно полностью заполнялось водой лишь один раз. Площадь поверхности 5698 квадратных километров, высота над уровнем моря 28 метров. Озеро открыто Эдвардом Эйром в 1839 году. Во время полноводия озеро становится вторым по величине озером континента. Торренс классифицируется как бесточное. Озеро заполнялось водой в 1897 году, а затем снова в апреле 1989. Поверхность озера покрыта тонкой соленой коркой с красно-коричневыми глинами под ней. По берегам произрастают кустарники, например, марь. И третьим завершающим является Герднер. Большое бесточное озеро в центральной Южной Австралии. Представляет собой большое озеро с солончаковыми солями в австралийском штате Южная Австралия, к северу от полуострова Эйр. Будучи заполненным водой, озеро является третьим по величине соленым озером в Австралии. Размеры составляют более 160 км в длину и 48 км в ширину, с толщиной соляных отложений, доходящих до 120 мм в некоторых местах. Оно находится к западу от озера Торренс. Гарднер был назван губернатором Южной Австралии Ричардом Макдоналлом в октябре 1857 года. 6 пересыхающих ручьев питают озеро. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если узнали что-то новое или было интересно.